Всем привет, меня зовут Аня, это канал Рукоделие. Сегодня будет вязальный влог, где мы посмотрим некоторые фрагменты, которые были сняты до, и вернемся в этот момент и продолжим. Давайте начнем с того изделия, которое я уже показывала в прошлый раз. Это вот такая безрукавка, она все еще не закончена, как вы можете видеть, по спицам, маркерам и многочисленным кончикам, которые есть. Это до ВТО, конечно, все. Но раз уж я решила показывать процессы, то показываю так, как они есть, без приукрас. С того момента, когда я вам показывала, произошли небольшие изменения. Здесь добавлена обработка по пройме, и как я и хотела, сделала ее резинкой, как на горловине. Здесь 2 изнаночные, 1 лицевая, но не очень мне понравился такой вариант, честно говоря. Поэтому с другой стороны я попробовала еще один. Здесь просто лицевая гладь, то есть это подгибка. Начинала я вязать с лицевой стороны и пришивала с изнаночной. Вот такие 2 варианта мне сейчас на выбор. Честно говоря, мне больше нравится вот этот вариант, он более минималистичный. Ну и такой вариант тоже допустим, но он не очень отвечает моей изначальной задумке. А к задумке сейчас мы перейдем, но для этого нам нужно вернуться на несколько месяцев назад, в прошлое, когда мы только прилетели в Москву. Буквально на следующий день, так уж совпало по времени, состоялась встреча представителей бренда Lana Crosse в России и блогеров в магазине «Сижу, вяжу». Я думаю, что на каналах у других девчонок-блогеров вы уже знаете об этом, видели, как и что происходило. Я от себя хочу очень коротко рассказать об этом и напомнить, если вы знали об этом, и сообщить, если вы не знали, что нам, блогерам, были вручены вот такие коробки, промо-боксы с небольшими образцами пряжи. Там в коробке были, по-моему, 15 вот таких вот небольших отмотов с информацией о каждой из этих пряж. То есть это та пряжа, которая нам была презентована. Это и новинки летней коллекции, и наиболее популярные позиции. Какие-то прямоугольные или квадратные образцы я не хотела вязать. Во-первых, потому что уже девочки поделились подобными вариантами, а мне хотелось создать то, что я могла бы потом применить в каком-то изделии. И я решила связать цветы. Цветы получились, соответственно, разные, потому что пряжа очень разная и по толщине, и по своим свойствам. Сейчас мы посмотрим эти цветы поближе, и я расскажу, что из какой пряжи связано, но подробно останавливаться не будем. Но отмечу ту пряжу, которая меня больше заинтересовала. Этот цветок связан из пряжи Ботани. Здесь 53% хлопка, 24 вискозы, 23 мериноса. Но я думаю, что характеристику и так вы видите на своих экранах. Пряжа Диверса. Здесь хлопок и вискоза. Здесь есть вот такие небольшие волоски, скорее всего, вискозы. Пряжа Кампо. Хлопок, вискоза и лен, довольно популярный летний состав, и здесь есть такой характерный блеск вискозный. Пряжа Джианна, здесь хлопок, меринос и 5% кашемира. Вот эта пряжа мне показалась очень любопытной. Я бы с нее связала какое-то плечевое изделие, возможно, даже крючком, возможно, даже мотивами. Хочу я себе в гардероб такое изделие и присматриваю разные варианты пряжи. Здесь у нас мохер и хлопок. Тоже интересная позиция, несмотря на то, что мохеры я не очень люблю, они мне, как правило, колятся. Но в качестве второго слоя одежды, то есть кардигана, я бы рассмотрела такую позицию. Интересные расцветки у нее получаются.
Пряжа торта, здесь хлопок и полиамид, тоже интересная позиция за счет и своих расцветок, и вот такой вот необычной фактуры. Пряжа Summer Softness, это хлопок и меринос, то есть это шнурок хлопковый, набитый пухом мериноса. Довольно толстенькая. Здесь в составе хлопок и полиэстер, такая мулинированная нить получается. Вот такой цветок из пряжи Гаметола Хеппи. Здесь хлопок, конопля и лен. Очень интересная позиция на какую-нибудь футболку летнюю. Было бы здорово. И метраж у нее 300 метров на 100 грамм. Расцветки, конечно, у нее интересные. Так, здесь шерсть мериноса, хлопок и кашемир. Такой небольшой образец получился. Ниточка тоненькая. Пряжа Катанелла, это хлопок Пима, очень мягкий хлопок, и вообще это такие довольно большие мотки пряжи 100-граммовые, и они идут плавным очень градиентом, но мне достался вот только один цвет из этого градиента. И как вы видите, сердцевинки каждого из этих цветков выполнены из одной пряжи, а именно это пряжа Баста. Здесь 50% мериноса и 50% полиамида. Вообще в чистом виде я бы эту пряжу не использовала, конечно, из-за большого количества синтетических волокон, но в качестве таких точечных моментов почему бы и нет. И вот эта вот интересная пряжа, здесь хлопок и полиамид. Очень необычная фактура у самой нити, и она имеет небольшую пружинистость. Я бы эту пряжу тоже рассмотрела для плечевого изделия. Не стала вязать из нее цветок, просто потому что она зеленого цвета. Так же, как и вот эти вот две пряжи не очень подошли к моей задумке. Здесь это мохер Super Kid Tweed, а это пряжа Промеса. Здесь хлопок и полиамид. Просто эти пряжи не подошли для вязания цветов. И когда я связала эти цветы, я думала о том, какое изделие они могли бы украсить. Я думала между джемпером, кардиганом или безрукавкой. В итоге я остановилась на безрукавке, но подходящей пряжи среди моих запасов не было, поэтому я заказала пряжу Softness, Summer Softness от Lana Grossa. Здесь, как я уже говорила или не говорила, здесь 5 мотков вывязанных на сегодняшний момент, и все, у меня больше нет пряжи. Эту пряжу я покупала еще в России. Здесь можно, конечно, докупить, но это будет уже другая партия, другой оттенок и так далее. Поэтому хочу уместиться все-таки в эти 5 мотков, которые у меня есть. Я надела безрукавку на себя для того, чтобы продемонстрировать разные варианты обработки с двух сторон. Такой вариант тоже допустим и тоже красив, если бы это изделие не предполагалось быть украшенным цветами. Мне кажется, сюда все-таки подойдет более лаконичный вариант. Я продемонстрирую сейчас один цветочек. Его также можно использовать как брошку в единичном формате. Это та же самая пряжа, из которой связана безрукавка. И здесь я оставила небольшой конец нити для того, чтобы этой же нитью привязать, уже пришить цветок к полотну. Напишите, пожалуйста, какой вариант вам больше нравится обработки. Стоит ли обрабатывать горловину тоже лицевой гладью или оставить, например, вот такую лицевую гладь по проймам, а горловину и низ изделия оставить резинкой. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, на чем мне остановиться. Еще один момент, который хотелось бы отметить, это то, что изначально мне нужно было набирать меньше количество петель на плечи, поскольку мне кажется, если бы они были уже, это выглядело бы лучше в данном конкретном случае. Но поскольку это японское плечо, если я не говорила, то это японское плечо, и оно вяжется сверху, и чтобы исправить этот момент,
то мне придется полностью перевязать изделие, чего бы я не хотела делать, хотя такой вариант тоже допускаю. Но хочу вот зафиксировать процесс в данный момент. Дальше, если будут какие-то изменения, то буду подключаться и рассказывать. У меня начат еще один процесс из пряжи Levi от бренда Aura Yarns. Здесь 70% вискозы и 30% льна. И я получила задание сделать какое-нибудь изделие из этой пряжи, неважно какое, на свое усмотрение. И 70% вискозы предполагает, что полотно получится таким нежным, струящимся, не спадающим. И в основном вяжет изделия спицами, лицевой гладью, либо ажурами. Но я решила вязать крючком. И не просто крючком, а мотивы крючком. Но не полностью мотивами изделия, а именно чтобы мотивы были небольшими фрагментами в изделии. Я, наверное, покажу сейчас какие-то иллюстрации того, что я имею в виду. И в настоящий момент у меня есть вот такая полоса из мотивов. Здесь два варианта, которые чередуются между собой. Я, наверное, приложу к себе, чтобы было более наглядно. Первый вариант состоял в том, что я свяжу вот такие две полосы, от которых я буду уже поперек вывязывать другой узор к середине и, соответственно, к краям полотна. Но это вискоза, и она имеет свойство растягиваться, поэтому квадраты, они постепенно превращаются в прямоугольники, особенно на местах, где больше всего нагрузки происходит. То есть вот здесь вот квадраты бы сильно растягивались. Поэтому эту полосу я хочу использовать по низу полотна. Возможно, я сделаю еще и второй ряд. Посмотрим. И я пока еще не решила, будет ли это топ цельновязанный, либо это будет топ-жилет с завязкой спереди. Здесь в Испании такие топы очень популярны, их многие носят и в качестве второго слоя, и даже первого слоя. Но я пока еще не определилась. Пока у меня связаны вот только 10 мотивов, и посмотрим, что будет дальше. Увидимся в следующем подключении. И это все еще промежуточный, не окончательный вариант. Мы с вами остановились на том, что у меня была связана полоса из 10 мотивов. И один из мотивов я решила разделить на две части, то есть связала две половинки для того, чтобы соблюсти симметрию. Вот так выглядит спереди. И таким образом по спинке. Далее я объединила эти мотивы арками из воздушных петель и обвязала их столбиками без накида. Потом уже вывязывала сам узор. На определенном этапе я стала вывязывать горловину и чуть выше пройму. По спинке также есть небольшое углубление. Плечевые швы я связала иглой. Далее все полотно я обвязала просто столбиками без накида. И здесь еще требуется дополнительная обработка. На этом этапе у меня закончились 4 мотка вот этой пряжи Levi цвета виски. И у меня есть еще эта пряжа, но я решила, что дополнительную обработку я буду делать другим цветом. Вот у меня есть эта же пряжа в цвете Camel. Думаю, что ею и буду обвязывать. И также из остатков от 4-го мотка я связала вот такой шнурок на шнуроплете, но мне кажется, он толстоват. Посмотрим, что будет в итоге. И я готова продемонстрировать уже итоговое изделие. Вот так выглядит топ с контрастной обработкой, как я и планировала. Обрабатывала я полустолбиками с накидом, провязывая их через столбик предыдущего ряда, и вторым рядом провязывала
столбики без накида. Далее я вывязала шнурок уже потоньше из этой же пряжи. Это айкорд на 3 петли, и вязала я его вручную. И мне понравилась идея шнурования еще с предыдущего топа, который я показывала в прошлом видео. То есть здесь точно так же я могу зашнуровать либо полностью объединив две полочки, либо зафиксировав, связав короткие шнурки только сверху, либо в 2 местах, либо в 3 местах, распределив их равномерно. Я связала шнурок не короткий, не длинный, что-то среднее, и зашнуровала небольшой участок и завязала вот таким вот небольшим бантиком. И мне кажется, очень милый топ получился, можно носить в качестве топа первым слоем, либо в качестве жилета, надевая на футболки, топы, рубашки. Не очень объемные. По спинке выглядит так. И еще один нюанс связан с тем, что здесь довольно много вискозы, и она может оттягивать полотно вниз, что происходит на спинке. Немного, но все же это видно. То есть здесь чуть-чуть полотно длиннее получается, а спереди за счет того, что здесь несколько рядов дополнительных обработки, здесь полотно немножко будет подскакивать. По весу здесь получается чуть больше 200 граммов. Сегодня я уже отдаю этот топ, поэтому небольшое подключение для того, чтобы продемонстрировать уже готовый результат. И с момента первых фрагментов этого видео прошло уже точно больше 2 месяцев, и никаких подъемов я больше не делала, а вязала вот такую сумку и снимала на нее мастер-класс, который уже доступен на канале. Эта сумка связана из рафии 2 цветов, она с кожаным донышком и кожаными ручками, и вяжется она крючком по кругу, по спирали получается. Вот так выглядит бобинка рафии Испи. И у меня рафия из магазина Lana Decora, так же как и ручки и донышко. Магазин находится в Испании. И это не совсем то, что я анонсировала в прошлом видео. Я планировала вязать сумку с цветами. Такую сумку я также связала и снимала на нее, собирала видеоматериал. Вот так она выглядит с одной стороны и немножко иначе с другой. И это вязание этой сумки уже на порядок сложнее, поскольку здесь и донышко вывязывается вот такое аккуратное, ровное, круглое. И сам узор здесь получается сложнее, и здесь есть некоторые нюансы, на которые тоже стоит обратить внимание. А эту сумку я решила максимально упростить, чтобы не задействовать каких-то дополнительных материалов и не перегружать ее. То есть это вот такой базовый вариант вязания сумки крючком жаккардом. И она близка к той версии, которую я вязала изначально. То есть здесь только немного изменена схема. И сумку также можно вязать вот в таком формате ведерко. Можно делать ее повыше, а можно сделать ее наоборот, пониже и более вытянутой. То есть здесь очень все вариативно. Сложность, наверное, здесь может состоять только в том, как распределить столбики без накида по тому донышку, который есть у вас. В остальном все подробно рассмотрено в самом мастер-классе. Мне кажется, он получился довольно подробным, и сумку сможет связать даже новичок. Единственное, что в мастер-классе не очень хороший получился звук. Я тестировала новый микрофон петличку и, к сожалению, пока еще с ним не очень подружилась, и это обнаружилось уже на монтаже, конечно. Перезаписывать звук, честно говоря, никакого желания и сил не было, поэтому в этом мастер-классе есть такой нюанс, но надеюсь, что вы найдете все равно там что-то полезное и вдохновляющее для себя. И я прекрасно понимаю, что мастер-класс на эту сумку
для большинства моих зрителей сейчас не очень актуален, поскольку он на русском языке, а большинство русскоязычной аудитории все-таки находится в том климате, в котором уже становится довольно прохладно. Но я все равно решила выпустить этот мастер-класс сейчас, поскольку, во-первых, и самое главное, это то, что у меня была возможность сделать его и выпустить его. А дальше ее может просто не быть. Жизнь последних лет очень непредсказуема, поэтому сделала тогда, когда была возможность. Во-вторых, пожив в нескольких странах за последние годы, я поняла, что русскоязычная диаспора вне стран постсоветского пространства, она очень огромна и многочисленна, и, возможно, вы живете в тех странах, где сейчас, наоборот, становится тепло, или вы живете там, где всегда тепло, или вы собираетесь ехать куда-то в отпуск. В общем, я подумала, что, может быть, кому-то это будет сейчас актуально. В-третьих, эту сумку можно вязать не только из рафии, можно вязать из шерстяной пряжи, например. Также использую какое-то готовое донышко. И я бы даже использовала здесь разнофактурные пряжи, одну более гладкую, другую более ворсистую, но здесь важно учесть, чтобы все-таки на этой пряже были видны столбики без накида, которыми связана эта сумка. В-четвертых, можно вязать не только сумку, но какую-то интерьерную корзину или кашпо. И приятный бонус состоит в том, что эту схему можно перенести на вязание плечевого изделия спицами, интарсией или тем же жаккардом, например. Сама схема позволяет это сделать, то есть ее можно надстраивать как по ширине, так и по высоте. Единственное, что нужно понимать, что при вязании спицами узор будет немного более сжат по высоте, поскольку петли при вязании спицами, они более сплюснутые получаются, а здесь наоборот. Столбик без накида, он получается чуть выше, чуть больше по высоте, чем по ширине. В общем, я надеюсь, что вы найдете что-то полезное для себя в этом мастер-классе, ну или вернетесь к нему, когда это станет более актуальным. Про сумку с цветами также не забываем, чуть позже к ней вернемся, я думаю, уже весной. И давайте теперь рассмотрим вот этот воротничок, на который, я думаю, что вы уже обратили внимание. Я вязала его из пряжи Jumanji от бренда Aura Yarns, и мне понадобилось больше одного мотка, примерно 62-63 грамма. И вязала я его крючком номер 3,5, ориентируясь на схему салфетки круглой, немного видоизменяя некоторые ряды. И вязала я не из центра, а ряда с 10-12, так ориентировочно. И это мой первый воротничок. Я раньше не вязала такой аксессуар для себя, хотя мне очень нравилось, как он выглядит на других. И воротнички стали актуальны, наверное, несколько лет назад, когда... Еще в ковидные времена, я думаю, когда многие встречи перешли в онлайн-формат и больше внимания стало уделяться украшению портретной зоны. Но вот только сейчас я решила связать и для себя тоже. Мне очень нравится, как он получился. Завязки я не стала делать очень длинными, поскольку не планировала их завязывать в бант. А я продеваю один конец нити в противоположный край воротника, а другой конец в другой, и либо завязываю на один узел, либо делаю два небольших узелка, оставляя концы свободными. Он получился довольно акцентным, и чтобы это сбалансировать, я надеваю, наоборот, с очень простой одеждой, с однотонными рубашками, футболками, с
джемперами, я думаю, хорошо будет смотреться, с свитерами и даже с верхней одеждой, например, с тренчем, с воротником-стойкой. Сверху надеть вот такой воротничок, мне кажется, будет здорово. Пока ношу его, он получился не идеальным, тут есть над чем работать, и меня немного смущают вот эти вот пики. Если бы их не было, мне кажется, воротничок бы был более спокойным, но пока оставляю так. Еще я связала вот такие манжеты из той же самой пряжи Jumanji от Aura Yarns, только уже в двух цветах. Узор здесь перекликается с узором на воротнике, но не повторяет его. И здесь мне понадобилось около 30 граммов бежевого цвета и 25 граммов коричневого цвета. Сначала я вязала манжету спицами на определенную высоту, затем согнула это полотно, соединила и закрыла петли, предварительно вставив еще внутрь резинку. Далее вязала крючком, сначала бежевым цветом, затем набрала петли снова от манжеты коричневым цветом и вязала дальше им. Подробно сейчас так показываю, потому что знаю, что некоторые делают скриншоты, а потом уже вяжут самостоятельно. Резинку тут, кстати, можно заменить на резинку крючком. И мне очень нравится, что здесь хорошо полотно держит форму за счет состава пряжи. Здесь 63% хлопка и 37% древесного волокна. И получается такой эффект накрахмаленности. Если хотите, я могу сделать мастер-класс по вязанию подобных манжет. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. И такие манжеты сейчас актуальны еще, наверное, с прошлого года. Их носят под прямые рукава, то есть не резко зауженные к запястью, а вот такие более свободные. Под рубашки, свитеры, джемперы, под жакеты очень красиво смотрятся, под тренчи, даже пальто. Вот таким образом, чтобы край ажурный немного выглядывал из-под рукавов. Я не планировала носить комплектом манжеты и этот воротничок, но если очень хочется, то почему нет, особенно вот с такими скучными рубашками, как у меня сейчас. Эти аксессуары очень даже преображают образ. И покажу вам жилет или безрукавку, которую я начинала вязать еще, наверное, в июле. И хотелось бы мне сказать, что он закончен, что он готов к носке. Вообще, да, технически это так, но есть оговорки. Как я говорила, наверное, в прошлых подключениях, что я хочу уменьшить плечо, то есть расстояние между горловиной и проймой, и для этого мне нужно было распустить пол жилета, потому что связан он был изначально японским плечом. Сейчас это не так, как вы видите. И для того, чтобы перевязать, я отрезала ниточку, оставив вот такое расстояние снизу примерно, присняла петли, верхнюю часть распустила и перевязала уже снизу вверх. Уменьшила, соответственно, то, что я хотела уменьшить. Обработку сделала минималистичную, то есть здесь подгиб по проймам, а по горловине получается ложная кетлевка плюс несколько рядов лицевой гладью, которая закручивается в рулик. Насчет низа я долго думала, оставить резинку, которая была изначально, либо сделать вот такой подгиб, но остановилась на втором варианте. Подгиб здесь довольно широкий, и вязала я спицами меньшего размера, конечно, но все равно полотно немножко расходилось в стороны внизу, поэтому туда я вставила еще и резинку самую обычную, широкую. И мне не очень хотелось, чтобы край полотна был сильно стянут, поэтому здесь довольно свободная резинка. И была у меня еще мысль сделать край ажурным, ажурной резинкой, например, но тогда бы этот жилет
сложно было вписывать более спортивные образы, и мне хотелось создать более универсальную модель. И кроме того, полотно в круговом вязании косит, и это очень сильно видно. По крайней мере мне, то есть после пройм это полотно немного уходит в сторону, а планка наоборот уходит в другую сторону. И это бросается в глаза, и по-хорошему, конечно, нужно бы распустить теперь уже снизу до пройм и связать вниз поворотными рядами. Пока этим я не готова заниматься, я ношу его пока так, но хочется все-таки довести его до лучшего результата. По поводу цветов, которые я показывала ранее, из пряжи от Lana Grossa, я по-прежнему планирую их пришить, но, наверное, уже ближе к весне. А сейчас мне хочется поносить его вот в таком виде. Он хорошо смотрится и с этим воротничком, и с другими аксессуарами тоже. И этот цвет очень сейчас актуален. Особенно мне нравится в сочетании с коричневым цветом. И это совершенно не было запланировано изначально. То есть я покупала эту пряжу просто как фон для цветов. То есть это как будто бы трава, как будто бы луг, на котором росли цветы. Но этот цвет очень стал популярным. И на самом деле в последнее время я не очень слежу за такими сезонными трендами. Я больше ориентируюсь на глобальные тенденции, которые как раз имеют влияние на моду. Потому что мода — это всего лишь отражение того, что происходит в мире. Но так совпало, что цвет стал актуальным, поэтому хочется поносить его вот так, с коричневыми брюками, очень классно смотрится. Пока эту безрукавку я не могу назвать завершенной, но носить ее можно. И несмотря на то, что днем у нас еще довольно тепло, то есть доходит до 25 градусов, ночью уже становятся прохладными, и утро, соответственно, тоже. Поэтому в ближайшее время я планирую доставать свой вязаный шерстяной гардероб. И если вы хотите посмотреть, что в нем, то дайте знать в комментариях. Я сниму либо отдельное видео, либо сделаю включение во влоге с рассказом и показом о том, что у меня сейчас есть. А на этом я буду заканчивать это видео. Если оно вам понравилось, показалось интересным, вдохновляющим, вы нашли что-то полезное для себя, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, напишите комментарий, а мы с вами увидимся в других видео. Вяжите с удовольствием. Пока!